Мое почтение, друзья! С вами, как всегда, Сергей Кодолов. И это видео меня побудил написать один комментарий. Когда мы делали 10 вопросов по ремонту, один чувак написал, говорит, а какой потолок лучше сделать? Натяжной или нормальный? Что-то я прям 3 дня спать не мог, отвечаю. Я думаю, блин, походу настало время сделать ролик про натяжные потолки. И сегодня вы узнаете все про натяжные потолки и даже, наверное, чуть-чуть побольше. И начнем мы вообще с того, что у нас бывает. Предлагаю засылать. Начнем с чего бывает именно в натяжных. Первое, давай-то. Натяжные бывают китайские потолочки. Я, честно говоря, думал сначала взять прямо их в полном этом, но потом подумал, что ну его нахрен. У нас будет очень много образцов всяких разных, вы сейчас посмотрите просто на все, как я не знаю где. Бывают, мы сделаем опять же подсъемочку, бывают глянцевые, они так будут блестеть, бывают всяких разных рисунков, бывают матовые, полуматовые, тут вообще их просто как грязи всяких разных, это китайские. Китайские МСД, самые популярные, по крайней мере раньше, что было, и что мы ставили просто в 99% ремонтов, это китайские МСД потолки. То есть раньше было, типа, в Европе все это дело замутили, в Китай перенесли производство, и вот были потолки МСД. Когда эти МСД стали хорошими, очень хорошо распространились, начали делать китайские подделки на китайские МСД потолки. Это китайские, показал на образцах. Теперь покажу на полотнах. Давай, засылаем полотна. Есть у нас полотна китайские, а есть полотна европейские. Начнем с китайских. Запускай. Китайское полотно. А давай сразу европейское, чтобы мы могли для примера показать. Разница между ними колоссальная. Смотрите, вот белое полотно. Угадайте, Китай это или Европа. И вот следующее полотно прилетает. Вау! Вот два полотна. Одно супер качественное, другое грязная шляпа. Угадайте, да? Чувствуете, что хрен угадаешь, да? Я даже для себя специально тут, ну не я, конечно, китайцы для нас специально пришпилили, да? Зелененькая бирочка. Это МСД потолок. Китайский. Это европейский. France Studio. Просто пушка. Топ-класс. Хотя с виду вы их в жизни отличите, но сейчас мы начнем с вами прекрасный путь в мир отличения разных потолков. Это полотно продается примерно 200 рублей за 1 квадратный метр. Европейские полотна, такие как Ситен, Франция, Понкс, Германия, продаются где-то там до 1000, там 850-950 рублей за квадратный метр полотна. Теперь разберем вообще, что у нас тут есть. Это китайское полотно. Начнем с китайского. Европейца пока оставим. Китайское полотно. Хорошее оно, плохое, хороший натяжной потолок, плохой натяжной потолок. Вот есть вот эти МСД потолки, это типа эталон хорошего китайского полотна. То есть цена-качество в нем соответствует. Есть одна проблема. То, что в Китае гонят китайские подделки под хороший Китай. МСД это хороший Китай. Но сейчас в Китае появился еще такие, как Халит, Индиго. Это плохой Китай. К сожалению, когда вам приходит полотно из Китая, вы в жизни не отличите хорошего от плохого. То есть вам может приехать плохой натяжной потолок, а может приехать хороший натяжной потолок. Вы это не отличите. Единственное, как вы можете отличить Китай от Европы, любой Китай от хорошей Европы, вы можете отличить просто методом поджога. Просто если вы подожгите натяжной потолок, Китай загорится, а Европа, когда вы уберете огонь, не загорится. Вот и все. Я думаю, что мы потом это все дело продемонстрируем. Ну что, китайчонок, ты хорошо себя вел? Сейчас мы и проверим. Зажигалка у нас слабая, мы что-то не курим. О-о-о! Понеслась душа в рай. Короче, вот настоящие китайские МСД не поддерживают горение, все. Огонь ушел, а потолок остался. Тканевый европеец пошел. Если вас интересует пожарная безопасность дома, то это, конечно, сильно лучше. Тканевый европеец номер 2. Значит, выводы от нашего гаражного бомж-эксперимента следующие. Что натяжные европейские, что натяжные хорошие китайские, они не поддерживают горение. То есть, когда мы огонь к ним подключаем, они горят. Когда мы огонь убираем, они не горят. Вот, все очень просто. Европейским тканевым, честно говоря, вообще наплевать. Ну да, пока огонь на них воздействует, но они даже вот не капают, никак не разлезаются. Вот, просто вот где огонь был, там они умирают. Так что если вы заботитесь о своей пожарной безопасности, европейские тканевые — это 100 пудов ваш выбор. Такие дела.
Запах. Есть такая штука, что натягивая натяжной потолок, многие определяют, хороший он или плохой, если он пахнет. Типа какой-то химический запах в воздухе. Так вот, китайские натяжные потолки не пахнут. Но не потому, что они очень хорошие, а потому, что в них просто нечему пахнуть. Из них убрали просто все убрали и оставили просто там тонкий слой ПВХ-шки, тоненький-притоненький, что ему просто пахнуть там и нечему. Единственное, что может пахнуть в китайских натяжных потолках, это когда они глянцевые. Потому что пахнет сам вот этот вот лак, этот глянец, он пахнет. И то чуть-чуть не сильно. Европейские же натяжные потолки могут пахнуть, и причем пахнуть неплохо. Где-то от 2 недель до месяца они могут пахнуть. И пахнут они чем? Противопожарной пропиткой. А китайские не пахнут, потому что нет там никаких пропиток. Вы просто натягиваете ПВХ и все. Запах — это не всегда плохо. Чаще всего, когда пахнет, это хорошо. Можно сравнить с омывайкой зимней, сертифицированной для машин. Вы знаете, как она воняет, а которая не сертифицированная не воняет, но что-то вызывает, там то ли рак, то ли какие-то страшные штуки она вызывает. Такие дела. Забыл сказать, еще есть потолки Батай, тоже китайского какого-то производства, пахнут чем-то таким сладеньким. Когда заходите, что-то сладенькое, знаете, после коленчика, вот, типа того. В Китае есть классная такая поговорка, как бы, за что заплатишь, что и получишь. Это у нас, например, там, не знаю, там 1, 2, максимум там 3 вида продукта есть в одной и той же, там, не знаю, в кирпичах, да в чем угодно, короче. Вот 3 вида продукта есть, и все, покупай один из 3. У китайцев вот такого вида натяжного потолка может быть, ну, просто не видов 50, 100 видов может быть. Причем, так как у них очень хорошо развито производство, они могут убрать отсюда там, а глянец хочешь берем, выкидываем, -$1, да? А хочешь берем, что, давай толщина, не 0,18 будет, а 0,14, без проблем, еще -$1. Все, и вот так оно удешевляется. И поэтому раньше у нас был просто МСД, которые вот европейцы сделали свои хорошие потолки, в Китае сделали дешевые натяжные потолки, но в целом как бы неплохие, ну горят, да, но затянуть там какой-нибудь хлеб там без проблем вообще. Но конкуренция растет, и поэтому появились MSD Evolution, MSD Classic, MSD Premium, MSD еще что-то, короче, из них выкидывали все больше всякой херомени, всякого нужного из них все больше выкидывали. Казалось бы, как-то их можно отличить, но нет. Теперь под MSD продают все, что не попадя. Вот любую грязь можно продать, потому что вы все равно не отличите. Сертификация в Китае просто на уровне плинтуса, то есть любой сертификат с интернета бах, сюда под какой-нибудь СГР все завез, и ты в жизни не различишь вот эти вот, никто нигде не различает, ни на таможне, нигде. Как это выглядит на практике? Как говорят, у нас европейское полотно. Вы говорите, приходите, там, у вас европейское полотно? Вам говорят, да, европейское, хорошее европейское полотно. Вы говорите, ну, давай, платите деньги, вам привозят китайское полотно. Вы в душе не разберете, китайское оно или европейское. Просто чувак пришел, натянул, у вас белый потолок. Хорошо. Потом, сейчас, когда Европа залетела уже на полных правах, показывают, что европейское полотно есть, китайское есть полотно для тех, кто разбирается. И вы уже такие приходите и говорите, так, подожди, чувак, я знаю, что ты можешь на меня так кинуть. У тебя европейское или китайское? И люди поняли, что уже так просто клиента не проведешь, говорят, окей, у нас Китай, но у нас хороший Китай. И опять же, вы хрен различите, да? Вот по этой вот зеленой вот этой вот бирочке, то есть вы не отличите просто никогда. Чисто гипотетически можно сдать какую-нибудь лабораторию, вырезать из своего потолка кусочек, сдать куда-то в лабораторию, но это точно не во Владивостоке, может быть в Москве что-то такое есть, но во Владивостоке такого нет 100 пудов. И когда вам натягивают потолок, вы в жизни не поймете, что это такое. Но в целом Китай можно отличить от Европы. У него есть шагрень. Вот тут, я думаю, надо сделать подсъемочку. Китай. Европа. Я надеюсь, что у нас получилось поснять вот тут на контрасте Китай и Европа. Просто iPhone снимает лучше, чем камера. Шагрень китайская никогда не будет такая, как европейская. И если европейские потолки могут быть полностью матовые, как гипсокартон, грубо говоря, то китайские нет. То есть ты, когда его натягиваешь, натянул его, и он там нет-нет да поблескивает. То есть, не полностью он матовый. Китайцы, кстати говоря, могут делать европейского качества, просто это получается опять же дорого, и тогда все будут таскать с Европы, потому что у Китая просто не такая хорошая репутация. Кстати, стоит сказать, что китайские производители идут навстречу российским потребителям, и если раньше, когда до 2014 года, когда курс скаканул, закуп стоил $1, то есть там 30 или 35 рублей, когда курс доллара жахнул, для нас, россиян, оставили такой же закуп, там 30 или 35 рублей, но это уже теперь стоит $0.50. Казалось бы, китайские
И производители пошли нам навстречу, молодцы. Но не тут-то было. Они, конечно, пошли нам навстречу, но при этом ухудшив качество полотна. И если раньше, когда мы ставили эти потолки, толщина была, например, 0,18 толщина полотна, то теперь она стала 0,14. И если раньше, когда ты поджигал МСДшный потолок, да, любой китайский потолок, и убирал потом огонь, он угасал, то теперь, если его поджигаешь, он продолжает гореть. Теперь давайте разберем опасность. Ну, что плохого? Как все клиенты говорят, ну я же у себя там пожары там жечь не собираюсь. Но на самом деле есть конкретные примеры. Китайский потолок, Новый год, бенгальские огни. Искры попадают, особенно при низких натяжных потолках нынешних и вообще нынешних потолках при застройке, и потолок начинает гореть. Это очень неприятно. Также, если вы ставите дешевые натяжные потолки, то, скорее всего, вы делаете дешевое и все остальное. То есть вы берете эти софиты, подключаете их этим дешевым шнуром, этим ШВП 0,5, он не рассчитан, он начинает греться, должен был быть выбит автомат, но вы автоматы, скорее всего, дешевые поставили. Все, там замыкание, пожар, искра попадает на потолок. Если бы она попала, например, на вот такой потолок, ни хрена бы не было. А так она попадает на вот этот потолок китайский, у вас начинается пожар, загорается вся хата, приходится сваливать. Новый год не удался. А вот с европейским натяжным потолком была ситуация. Люди сделали себе натяжной потолок, они были там верующие, и у них был такой, назовем, красный угол, да, была иконка и свечка стояла. И они говорят, что-то, короче, с натяжным потолком у нас что-то не так. Ребята приходят, свечка прожгла дырку в потолке, но он не загорелся. Это очень хорошо. Слегка отвлекаемся от потолков и перейдем к багетам, так как они являются тоже важной частью натяжных потолков. Багет — это вот такая хреновина, которая такая к стеночке пунь, прикрепляется, и в нее потом заправляется натяжной потолок. Есть такие варианты, мы тоже под съемочки сделаем. Есть такие варианты. Давай, заряжай. Такие, все есть. Я к прискорбию для себя понял, что я для натяжных потолков конкретно практически ничего не взял. Это все для тканевых, и только вот это вот для натяжных, для парящих натяжных потолков. Если вот здесь у нас стеночка, вот так вот прикрепляем, сюда заправляем потолочек, и то потолочек только с гарпуном. Вообще их столько видов, честно говоря. Я хочу вашу голову сильно не заморачивать. Сегодня мы пробежимся галопом по Европам и по Китаям. Но если вам что-то будет непонятно, да, и у вас будут какие-то дополнительные вопросы по результатам этого ролика, пишите в комментариях. И вообще, я, кстати говоря, посмотрел, 75% людей, которые смотрят мои ролики, не подписаны на мой канал. Мы тут пилим такую годноту, я не знаю, целые научные исследования, час Discovery, и вы не подписаны. На какой здравый канал? Давайте разгоним до 100. Нажмите подписаться, поставьте лайкосик, задайте вопросик. Это просто поможет разогнать видео и разогнать наш каналчик. Там колокол, не колокол, там я не знаю. Все вот эти вот штуковины. Ну, братуха, ну. Но мы немного отвлеклись. Вот эти профиля, которые я остальные взял, не знаю почему, но я взял для дорогих тканевых потолков. Они не только, ну, необычные такие, но они заправляются еще специальным инструментом. О, Черути, это просто бренд. Например, если мы посмотрим те, которые заправляются шнуром, для них вот такой вот специальный резиновый, немножко даже уже поюзанный шпателек такой. Оба, такой заправляешь сюда, все, потолочек заправляется, все классно. Есть специальные шпателя, крутые, клипсо. Это тоже для тканевых потолков, про которые мы будем чуть позже разговаривать. Тоже вот он такой прямо специальный, он классный, дорогой. Конфетка. А вот обычные натяжные потолки сюда можно заправлять вообще. Вот для них инструмент это прям вот ты можешь чем хочешь заправить. Ложкой, вилкой, там, лопатой, не знаю. Но в целом люди обычно не парятся. Или можно обычным шпателем заправить, да. Ну или есть специальные шпателя для натяжных потолков. Но в целом можно заправить чем угодно. Не зря в Leroy Merlin продается набор молодого монтажника, где ты сам себе можешь заправить там потолок и не париться вообще. Про инструменты и профилечки особо тут говорить нечего. Коротко это все. И мы их такие отдаем дяде Леше на попечение, включая копье. И продолжаем про натяжные потолочки. Я забыл ставить одну важную штуку, но магия монтажа нам поможет. Подавайте крабницу. Оу, это крабница. А это Еврокраб и Краб 3.0. Сейчас объясню, что куда сувать. Это виды профилей с примыканием к стене. Я думаю, что мы под съемочку сделаем красивую. Обычно, как мы привыкли видеть натяжной потолок. Багет этот по периметру и вот эта вставка, которая всех раздражает. Также по периметру находится. Очень не нравится. Здесь все это дело без вставок. Ой, вот чувствую, не хватает стены. Не хватает стены, чтобы объяснить. Со стеной будет лучше. Представим, что это стена.
И вот так вот у нас примыкает потолочек сюда. Никакого багета здесь нет, ничего нет, все очень красиво, вплотную примыкает, ни щелей, ни зазоров, легкая тень по периметру, но смотрится очень красиво. Также и с другой стороны. Вот эта вот штука, бам, вот так вот представляем. И мы видим, что у нас где-то 6 миллиметров от стены до вот этого поворота натяжного потолка за потолочек. Вот, красиво, просто с ума сойти. Какие есть с этим проблемы? Так как здесь есть ровно 0 миллиметров расстояния от стены, он примыкает прям вплотную, то есть такую идеально ровную стену, чтобы у нее не было вообще никаких отклонений, ты хрен сделаешь. Более того, еще и внутри есть вот этот вот белый шнур, который тоже не сильно калиброванный. И вот получается у нас есть такой стык двух стихий. Мастер штукатур, который из порошков наносит их на стену и вот пытается делать идеально ровно. Прям получается там не до микронов, да? Здесь эта штука, которая тоже сделана, но тоже не особо калибрована. Человек пытается сделать идеально ровно, но не сильно получается. И вот на стыке получается не очень красиво. И есть такой анекдот. У заказчика спрашивают, кто ему делал лимон. Он говорит, что делали сплошные козлы. Он говорит, почему? Потому что следующий строитель, когда приходил, говорил, что предыдущий мудак. И то же самое. Вот на стыке вот этих вот двух строителей получится, скорее всего, некрасиво. Этот вариант крепления, он получается получше, потому что вот эти 6 миллиметров зазора, если стена будет там неровно там на 1-2 миллиметра, то это не будет совершенно заметно, это реально сделать в обычных жизненных условиях. То есть такой профиль более популярный, и он делает такой парящий потолок, у него есть такое небольшое расстояние до стены, то есть это конфетка красиво и очень легко делается. Давай, оптом. Красота. Чтобы опять же не запутаться, слева Китай, справа будет у нас Европа. Левые и правые. Давайте потрещим еще немножко про сертификацию, что важно. Европейцы, как они заморачиваются? Вот, например, ребята из France Studio на каждое свое полотно, на каждое изделие, да, они крепят вот такой вот шилдик, тут есть номерочек, у них на сайте вы можете проверить, что это действительно ваше настоящее сертифицированное полотно. Плюс к вам придет обычный сертификат наш государственный, плюс ко всему еще сертификат качества такой вот ламинированный, их маленькие, красивенькие. Китайцы так не делают, китайцы так не заморачиваются. У них есть вот рулон большой, как рулон линолеума, что ли, гигантский. И на них там есть штрих-код или QR-код, не знаю. И там МСД написано, потому что уже китайцы боятся, что их подделывают. Но здесь на каждое полотно в вашей квартире будет вот такой вот шильдик с сертификатами со всей хурмой, а на вот этот вот рулон огромный, китайский, может быть полотен сколько угодно. Естественно, подделать как нехрен делать, если вам приносят китайское полотно, то никаких там ни шильдиков, ничего, вам стоит только верить на слово вы можете. А европейцу на слово можно не верить, потому что везде есть шильдики и сертификаты. Как еще можно отличить европейца от китайца? У китайца максимальная ширина полотна 5,54. То есть, охренеть, можно закрыть любую комнату вообще без швов. А вот европейцы таким похвастаться не могут. У французов будет примерно там через 2 метра шов, у Понга, у немецкого что-то 3,54. Вот. Но это не такие швы, как мы привыкли видеть на китайских полотнах. У европейцев эти швы совершенно незаметны, у них там станки за 1,5 миллиона стоят, которые только эти швы делают. И вам уже приезжает полотно с этими невидимыми швами. В целом, когда вы их монтируете, все выглядит просто прекрасно. Это не сравнимо с тем, когда это изготавливается вот тут во Владивостоке, потому что у нас тут станки стоят за 150 тысяч. Это просто позаруха вообще, швы получаются отвратные. А когда европейцы присылают свое полотно, оно получается... конфетка, Вася. Теперь у нас есть часто задаваемый дыхательный вопрос. Я уже 100 раз говорил, что дома никто не дышит, кроме жителей, которые там внутри есть, когда они живы. Все остальное не дышит. Мы все закупориваем праймером стены, даже если мы делаем гипсокартоновые потолки, там праймера на 3 слоя, ничего, никто не дышит. Дышит или человек, или вентиляция. Все. Преимущество натяжного потолка перед гипсокартоновым — это то, что если вас утопят, вам не будет ничего страшного. То есть он просто воду на себя, как такая резиночка, впитает, потом ее можно проколоть, воду всю выпустить и все вернуть на круги своя, без каких-либо проблем. Если, например, какой-нибудь гипсокартон или штукатурка у вас затопились, все, хана потолку, он просто развалится. Ну и также по замене ГКЛ-ного потолка это нереально, то есть это очень грязно, это все надо всех вывозить из дома. По замене натяжного потолка вообще никаких проблем, ты его просто перетянул и все, перетянул и не паришься. Единственное, что по виду ГКЛ-потолок отличается от натяжного, как небо и земля. Но совсем скоро, не переключайтесь, я покажу вам тканевые потолки, вы охренеете, насколько сильно они похожи на ГКЛ. Вообще не отличишь, их даже покрасить можно, но это чуть позже. По этим натяжным потолкам, я думаю, временно
Все, может быть, мы к ним вернемся, но пока у меня вдохновения нет. Завершая именно раздел натяжных потолков, а дальше будет другой раздел, не менее интересный, я хочу сказать, что тут еще бывают разные штуки, вообще невероятные. Бывают прям бархатные натяжные потолки. Мы под съемочку сделаем, надеюсь, будет видно. То есть, прикиньте, может быть у вас красный бархатный потолок. Там могут быть ваши вкусы вообще весьма специфичные. То есть, можно сделать, ну, понятное дело, там любая фотопечать, все может быть даже под алюминий, под рифленый. Вообще просто нереально. Здесь затягивают различные выставки, когда идет какая-нибудь выставка большая, все, и чтобы не делать там какие-то плакаты огромные, еще что-то такое, люди просто берут и затягивают это все дело натяжными потолками. Пример московского транспорта, Сибур какая-то компания делали, то есть, ну, с натяжными потолками. Я всегда думал, что, господи, ну, натягиваем у себя, да и все. Не, ни хрена. У них столько применения, что просто нереально, бесконечно. Я уверен, что если вас заинтересует, вы сами найдете, то есть мы даем такую, знаете, пищу для размышлений, чтобы вы просто вообще могли узнать, что вообще бывает в мире и в мире натяжных потолков в частности. Но хочу сказать, что натяжные потолки монтирует установщик натяжных потолков, а следующий раздел тканевых потолков монтирует инсталлятор. Мне нужна ваша одежда. И вот мы планово переходим от натяжных потолков к тканевым потолкам. Вау! И каталог прилетел сверху. Тканевые эко-потолки. Прикольно, что пишут эко-потолки, потому что все говорят, что они не эко, и поэтому специально делают приставку эко. Что это у меня такое тут в руках? Такая марлечка тут небольшая. Это трикотажный холст из полиэстера, пропитанный полиуретаном. Как бы это все ни звучало. 2000 за квадратный метр, 700 рублей за квадратный метр. Что-то такая большая разница, да? Это европейские полотна, тканевые потолки. Потолки Клипса, потолки Дескор. Клипса можно ставить даже в операционные, в больницы, куда хочешь, туда и ставь. Они полностью пожаробезопасны. Туда, куда приходят пожарники и всякие проверяющие структуры, потолки эти можно поставить, любую проверку они пройдут. Что касается Дескора, он более, что ли, липкий, на нем больше собирается грязь. Тоже очень хорош, но не так хорош, как эти. По факту Клипса это то же самое, что гипсокартон, только он не трескается. Когда вы натянули на потолке, вы в жизни никогда не отличите гипсокартон от Клипса потолков, только если не пойдете и там пальцем не тыкните в него, там, или с разбега что-нибудь не кинете. Так в жизни не отличите ни за что. Если мы монтируем обычный натяжной потолок, то мы греем его пушкой, потом растягиваем, заправляем. Этот тканевый европейский натяжной потолок мы никакой пушку мы не используем, мы монтируем его специальным инструментом, который я показал только что, и монтировать его примерно в 2 раза дольше, чем обычный натяжной потолок. Следующее преимущество тканевых потолков. Подайте кольцо в кадр. Кольцо власти давай. Это кольцо всевластия. Смотрите. Теперь у меня над вами есть власть. Что это такое? Это колечко, которое ставится для того, чтобы наш натяжной потолок не расползся. То есть мы делаем в нем дырочку под софит, клеим колечко, и все, он не расползается. Кажется, все здорово, но у нас есть тоненькие, красивенькие софитики, которые, если мы приставляем к этому кольцу, то получается не так красиво, щель получается. И вообще-то надо бы это кольцо, как бы, ну это тканевый, но мы представим, что это натяжной, не с этой стороны приклеить, а вот с этой пуинг и изнутри. Но это очень сложно, монтажник это делать не хочет, все, и всячески пытается пришпилить с этой стороны. Короче, и вот эти вот терки по кольцам, вот эти вот софиты, которые не примыкают, куча всякого геморроя есть в этих натяжных потолках. В тканевых потолках такого нет. Потому что если в тканевом потолке делаешь дырку, ему до фонаря, он не расползается. А? Здорово? Здорово. А натяжной расползается. Для натяжного нужны кольца, а для тканевых кольца не нужны, потому что качество. Следующее. Расписываем дальше преимущества наших прекрасных тканевых потолков. Натяжной потолок может провисать на больших площадях до 10 сантиметров. Представляете? То есть он у вас натянут, но взял и провис. Это неприятно. Особенно, когда у вас там люстра какая-нибудь, и вокруг нее такие просто не висят. Это нехорошо. Тканевый лишен такой проблемы, он не провисает вообще. То есть вы его натянули один раз, все, и у него провисания нет и быть не может просто по его сути, по его технологии. Но провисание, этот, назовем так, обоюдоострый меч получается. С одной стороны это плохо, но с другой стороны, если нас затопили, то в этом вот мешке мы можем сохранить кучу воды, и нашу прекрасную квартиру не затопит, обои не отклеятся и так далее. Если же нас затопили и у нас тканевый потолок, он не провиснет вообще. Более того, тканевое полотно как бы немного поменяет цвет. Вот то же самое, как будто у вас
вам гипсокартоновый потолок залили. И, например, Черуки вообще воду не пропустит, потому что он пропитан с двух сторон. Там. Другие потихоньку будет такой... Маленькая струйка пойдет. Но никогда тканевый не сохранит столько воды, как натяжной. Поэтому если у вас наверху соседи, которые вас часто топят, подумайте. Или сделайте им хорошее водоснабжение, заказав его у нас, конечно же. Или поставьте себе обычный натяжной потолок. По температурному режиму. Если вы натяжной потолок поставите, и температуры будут 0, там, ему уже будет не очень хорошо. Если минус 20, ему просто хана вообще. Лопнет, треснет, сломается и все. Этому парню до минус 50 живем, все хорошо. То есть где-то в хлеву лучше поставить дорогой европейский потолок, чтобы ваши телочки, коровки, хорошо жили с прекрасным натяжным европейским потолком. И молоко их было экологичное. Есть дичайшая халтура, которая называется вентиляционные штучки, которые используются для обычного натяжного потолка. Я думаю, вы часто слышали или вот видели такую штуку, когда там сквозняки какие-нибудь, там кто-то двери открывает, и он такой типа пум-пум-пум. И люди ставят вот такие штуки, типа, что надо, кто-то говорит, что надо, чтобы проветривалось, там, и, честно говоря, натяжники уже не сопротивляются, говорят, короче, надо, чтобы проветривалось, окей, поставим вам эти шпуньки, хотя по факту они, честно говоря, особо нафиг не нужны. Такая штука происходит, когда у вас там стены дырявые, например, за потолком, так как воздух он не пропускает, когда туда воздух откачивается или прикачивается, то он или всасывается, или выпирает в обратном направлении. Соответственно, если у вас херовые дырявые стены в запотолочном пространстве, то вас спасет вот эта вот штуковина. Вот. Опять же, это работает вот с этими потолками, с европейскими тканевыми это не нужно. Такая хреновина не используется вообще. И последнее, но не по значению, это все нам больше не надо. Я хотел вам немножко рассказать еще о видах потолков, что вообще бывает. Бывает светоблокирующее полотно. Светоблокирующее полотно, как вы поняли, просто не пропускает свет. Что и что можно сделать? Можно поставить светильники за потолком, наделать тут кучу дырок, и у вашего ребенка, например, перед сном будет звездное небо на потолке. Очень красиво. Есть акустик в толщину, мама дорогая, как линолеум, типа звукопоглощающее покрытие. Работает только в связке со всей системой. Если вы отдельно поставите звукопоглощающий натяжной потолок, ни хрена он не звукопоглотит. Вам нужна куча всяких разных систем, о которых я рассказывал в одном из прошлых видео, я ссылочку оставлю в описании, вы сможете посмотреть. У нас есть идеальное видео про звукоизоляцию. За полчаса вы узнаете все. Также есть куча всяких расцветок: кремовый, белый, серо-голубой, жемчуг, фламинго. Такое вы увидите только в европейских потолках. В китайских потолках есть 3 основных цвета, как вот RGB Color, основная палитра, все. Если вы хотите какие-то оттенки, что-то красивое, эксклюзивное, да, конфеточку сделать, только европейские потолки. Больше вас ничего не спасет. Я бы в конце хотел вам порекомендовать заказывать только натяжные европейские потолки, но на самом деле правильно было бы сказать, что выбирайте с умом и под ваше назначение. Я думаю, теперь вы уже поняли, как что работает, и в принципе теперь вы можете думать своей головой. Друзья, чтобы заказать дизайн и ремонт, вы можете тыкнуть на ссылочки в описании. А вообще, как я уже до этого говорил, давайте разгоним канал до 100. К Новому году я был бы просто счастлив. Кликните на эту кнопочку подписаться, и будет все здорово. От души, друзья. Друзья, тут свершилась неожиданная штука. На YouTube залетает моя подружайка Света. У Светы жирнейший блог в Инстаграме, там на 150 тысяч человек. И вот она врывается на YouTube. Как же я? И ты. Заходите, подписывайтесь на Светку. Светка, молодец. Свет, тебе удачи в YouTube творчестве. Что скажешь тебе, Свете? Говори. Тетя Света хорошая.